Всем привет, друзья! Сегодня мы будем с вами готовить мясной пирог. Этот рецепт понравится всем, кто любит вот такую подобную выпечку. Дрожжевую выпечку, не сладкую, с мясом, с картошкой, так чтобы было вкусно и сытно. Поэтому сохраняйте рецепт, не забудьте подписаться на мой канал, а я сейчас расскажу все подробности. Готовить мы начинаем с теста. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также такой же список я оставлю в описании под этим видео. Итак, в просеянную муку добавляем дрожжи, соль, сахар и перемешиваем венчиком. Перекладываем все в чашу, в которой мы будем замешивать наше тесто. И делаем небольшое углубление. Туда мы сейчас будем отправлять теплую воду, теплое молоко и растопленное сливочное масло. Теперь замешиваем тесто. Я буду замешивать руками, вы можете сделать это в комбайне. В принципе, не имеет никакого значения. На это у вас уйдет примерно 7-8 минут. Я слегка перемешиваю все, что у нас получилось, и выкладываю тесто на рабочую поверхность. Как видите, оно сейчас рыхлое, некрасивое, но мы замешиваем все в единый такой ком и начинаем работать с этим тестом. Как я уже сказала, 7-8 минут этого будет достаточно. Советую вам не упускать этот момент. Если через 2 минуты вам кажется, что тесто готово, поверьте, нет, оно не готово. Продолжаем вымешивать, чтобы оно получилось вот такое живое, красивое. Посмотрите, какое оно получается мягкое, абсолютно не липнет к рукам, просто идеальное тесто. 7 минут, и вот такая красота у вас получается. С таким тестом вы можете приготовить не только закрытый пирог, но и обычные пирожки. Просто раскатываете тесто, разделяете его на количество пирожков, и абсолютно с любой начинкой ваши пирожки получатся безумно вкусные. Хоть они будут с соленой начинкой, хоть со сладкой. В общем, экспериментируйте, обязательно сохраните этот рецепт, потому что для меня он просто незаменим. После того, как мы вымесили наше тесто, скатываем его в такой шарик. Берем чашу, смазываем ее растительным маслом и выкладываем наше тесто. Накрываем полотенцем и убираем в теплое место на 1 час, можно больше. Хуже от этого точно не будет. А мы за это время приготовим начинку. Начинка будет сытная, с картошкой, с мясом, все как положено. Туда же мы еще добавим сливочный сыр. Берите любой, который у вас есть, у меня Филадельфия. Травы, зеленый лук, но давайте по порядку. Итак, мы берем фарш, у меня индюшиный, но вы можете взять любой, свиной, телячий, в общем, ориентируйтесь на свой вкус. Также нам понадобится картошка. Картошку берите ту, которая хорошо разваривается. Я думаю, вы ориентируетесь в сортах, вы уже знакомы с картошкой, которая продается в вашем регионе, потому как если у вас слишком твердая картошка, которая требует больше времени для приготовления, то ее лучше слегка отварить, иначе в пироге она будет сырая. У меня картошка разваривается хорошо, быстро, поэтому я сырую просто нарезаю кубиком и перемешиваю с фаршем. Но опять же, если у вас плохо разваривается, вы ее отвариваете прямо целиком и потом уже нарезаете. Лук и чеснок мы просто мелко нарезаем. Я резать не люблю, поэтому использую вот такую специальную штучку для измельчения овощей. Вам ее покупать не нужно, это не обязательно, просто для своего удобства я всегда использую ее. Итак, мы все измельчили, лук, чеснок, и отправляем туда же к фаршу и к картошке. Все перемешиваем и добавляем мягкий сливочный сыр. Если у вас есть какой-то творожный сыр, он тоже очень хорошо сюда подойдет. Начинка уже получается вкусная, но в пироге это будет в 1000 раз вкуснее. Добавляем растительное масло, снова перемешиваем, туда же отправляем прованские травы, зеленый лук. У меня лук сушеный, но вы, в принципе, можете взять свежий, просто тоже мелко его порезать, и это не имеет особого значения. Туда же отправляем соль. Соль берите по вкусу, я добавила чайную ложку, также добавила черный перец, кто не любит, не добавляйте, или если дети будут есть пирог, тоже не добавляйте черный перец. Все перемешиваем и приступаем к сборке пирога. Для удобства я использую разъемную форму. Вниз я застилаю пергамент и бока формы буду промазывать сливочным маслом для того, чтобы мы спокойно, без лишних усилий могли достать пирог после выпекания.
Если у вас нет разъемной формы, можете выпекать в любой форме, в стеклянной, которая у вас есть, тоже хорошо промажьте ее маслом. Итак, час прошел, наше тесто поднялось, получилось очень красивое, мягкое, посмотрите, какое оно покладистое. Очень люблю это тесто, буду долго его расхваливать, просто поверьте, это действительно вкусно. Теперь нам нужно разделить тесто на две части. Небольшую часть отрезаем, это будет верхушка нашего пирога, отставляем ее в сторону. А ту, которая часть побольше, мы ее раскатываем, это будет дно нашего пирога. Можете раскатать толщиной примерно 7 мм. Берем разъемную форму и равномерно выкладываем наше тесто в форму. Нам нужно сформировать бортики. Если у вас тесто сильно тонкое, можете еще его чуть больше раскатать. Главное сформировать высокий бортик. Теперь выкладываем начинку. Равномерно распределяем ее по всему пирогу. И теперь нам нужно накрыть нашу начинку оставшимся кусочком теста. Точно так же тесто раскатываем и выкладываем сверху на пирог. При желании вы можете сделать любые узорчики из теста, вырезать фигурки. Здесь уже фантазируйте, как вам нравится. Я не буду этого делать, я просто раскатала пласт теста. И теперь нужно защемить края для того, чтобы начинка никуда не убежала. Хорошо проверьте, чтобы все было зафиксировано. Можете пройтись вилочкой, если вам нравится красивый такой рельефный бортик. И в серединке мы обязательно делаем вот такое отверстие. Зачем? Расскажу чуть позже, но не забудьте его сделать. Если вы этого не сделаете, то при выпекании верхушка пирога может просто треснуть. А нам этого совсем не нужно. Пирог накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 10 минут. Затем смазываем его яйцом и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. За это время пирог, конечно, не успеет приготовиться, но мы это делаем для того, чтобы сделать пирог более сочным. Прошло 20 минут, мы снова смазываем начинку яйцом и в серединку наливаем 100 мл теплой воды. У вас может уйти меньше воды, либо больше. Больше все-таки не нужно, 100 мл будет достаточно. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы начинка была сочная и картошка с мясом хорошо приготовились. Слегка помогайте вилочкой, как бы вовнутрь вливая воду, для того, чтобы все хорошо вошло в начинку. Затем накрываем пирог фольгой и отправляем выпекаться 50 минут в разогретую до 170 градусов духовку. У меня фарш индюшиный, он готовится очень быстро, поэтому если у вас свиной фарш или телячий, можете добавить на выпекание еще 10-15 минут. Тут ориентируйтесь по своей начинке, которую вы готовите. Итак, у меня прошло 50 минут, посмотрите, какая красота получилась. Пирог сочный, видно буквально сколько там внутри начинки, я через это отверстие вижу, насколько пирог получился сочный. Горячий пирог можно смазать кусочком сливочного масла. Я этого не делаю, но кто любит, можете сделать. Даем пирогу полностью остыть и достаем из формы. Я слегка поддеваю ножом, для того, чтобы пирог не поломался, когда я буду открывать форму. И вот в итоге, что у нас получилось. Пирог нарезайте на порционные кусочки только когда он полностью остыл, иначе он у вас либо сломается, либо начинка будет слишком горячая, вы не сможете его есть. Поэтому давайте все-таки наберемся терпения и разрежем его после полного остывания. В описании под этим видео вы найдете список всех ингредиентов, которые я использовала, а также все альбомы с моими рецептами. Вы можете перейти, посмотреть выпечку, печенье, чизкейк, все что угодно, все есть в описании под этим видео, если вы еще ранее не видели все эти рецепты. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!